В этом видео вы найдете множество идей и подсказок по созданию различных фактур. При помощи трафарета, шпаклевки или текстурной пасты. Список ссылок на подробные мастер-классы вы найдете в описании под видео. А при помощи этой техники можно создать фактурную поверхность на заготовках с округлой формой. Когда шпаклевка полностью высохнет, накладываю трафарет, чтобы сделать декор более фактурным, и наношу еще один слой. Шпаклевку накладываем на белый слой салфетки. Приклеиваем на клей ПВА, разведенный водой. В качестве трафарета можно использовать ажурные салфетки пластиковые. У меня кухонный коврик. Он довольно толстый и получается очень фактурно. На канале есть видео о трафаретах своими руками. Ссылка в описании. При помощи мастихина или шпателя создаем фактуру похлапывающими движениями, а затем немного сглаживаем, едва прикасаясь к поверхности. Этот способ самый простой и очень популярный. Хаотичными быстрыми движениями кисточкой рисуем вензеля на шпаклевке. Фактура с помощью грубой кисти из щетины. Фактуру можно создать из различных масс для лепки, например, папье-маше. Расстояние между кусочками массы примерно полсантиметра. После раскатывания можно добавить еще маленькие кусочки и вновь раскатать. Комком смятой фольги создаем дополнительный рельеф. И еще несколько приемов с помощью инструментов или стеков для лепки. Кухонная нетканная салфетка. Веревка для макраме.
Окунаем в негустой раствор гипса. Этот прием подойдет не только для создания фактурной рамки, а также для панно и коллажей. Трикотаж от старой майки сам по себе может стать интересной фактурой. Остатки пряжи. Обрезки фактурной ткани. Старая занавеска. Обрезки гипюра, фактурные кружева. Бисер, бусины. Бесполезный пазл, в котором утеряны фрагменты. Оклеиваем тонкой бумагой в 2 слоя. Природный материал, не обязательно сухой. Оклеиваем тонкой бумагой. Одноразовые ложки можно БУ. Гипсовый бинт. Старые пуговицы. Их оклеивать не нужно, достаточно несколько слоев краски и лак. Ракушки приклеиваем на шпаклевку. Обливаю раствором гипса 1 к 1. В идеале погрузить заготовку в раствор и сразу вынуть. Гипс должен образовать
тонкую пленку. Бумажное полотенце наклеиваем на густой клей ПВА. Прижимаю и создаю фактурную поверхность при помощи кисти и клея ПВА, разведенного водой. Добавляю еще один слой. И это еще не все. Продолжение в следующем видео. А если вам понравилось, напишите несколько слов. А также делитесь своими идеями в комментариях. Увидимся!